Добро пожаловать на моем канале. Сегодня мы с вами начнем вязать на вот такую вот кофту или кардиган на весну, на лето. Для этой кофты я использую пряжу от фирмы Rillana Cotton Soft. Состав 45% хлопок, 45% акрила. Длина 50 грамм, 150 метров и крючок номер 4 я использовала. Для моего размера, у меня маленький размер XS или 34 по-нашему получается. Мне понадобилось где-то 450 грамм пряжи. Но смотря какой размер, у меня, например, я маленькая, мне хватило 450, примерно 500 грамм на самый маленький размер. На каждый, вот здесь на пряже написано на размер 38, примерно 600 грамм пряжи нужно. Я бы сделала так, что на каждый размер или два добавляла примерно по 50 грамм пряжи. То есть, вот, допустим, у меня на 34 450, на 36 500-550, на 38 550-600 грамм пряжи. И так можно рассчитать дальше. Сама кофта вяжется несложно, я должна сказать. Вот такой рисунок я связала внизу, только в нижней части. Ну и, в общем-то, мы с вами начнем вязание. Я вам желаю приятного просмотра. Для моего размера 34 или XS я набрала 181 петлю. Раппорт этого узора составляет 18 петель. То есть я 10 раз умножила на 18, получается 180 петель плюс 1 петля, получается 181 петля. Если, допустим, вы хотите связать пошире, можно увеличить на один раппорт, например, это 18 петель. 11 раппортов на 18 плюс 1 получается 199 петель. И 18 петель это получается примерно 11,5 сантиметров. То есть увеличится ширина кофты на 11,5 сантиметров. Я вязала не совсем узкую кофту, то есть я ее хотела связать посвободнее. Она вот у меня где-то примерно общая ширина перед и зад 110 сантиметров получается. У меня в 10 сантиметров получается 16 столбиков шириной и высоту где-то 8,5 рядов. Длину у кофты можно связать, конечно же, индивидуально, подогнать под свой размер. У меня длина кофты получается вот здесь вот длина от плеча до низа где-то примерно 63-62 сантиметра. И длина до рукава где-то 36 сантиметров. Мы начинаем вязание. Набираем 181 петлю или больше, смотря какой размер. Я провязала первый ряд полностью столбики с накидом. И со второго ряда я начала вязать узор. Потому что там, где я позже видео показываю, первый ряд это уже идет ряд узора. Вы же набираете петли и провязываете один ряд полностью столбики с накидом. И со второго ряда начинается вязание узора. И потом вы начинаете также вязать, как я вам показываю. И вот посередине дальше идет раппорт узора из 3 воздушных петель 17 столбиков. 3 воздушные петли 17 столбиков. Это раппорт первого ряда, и он повторяется до конца ряда. И в конце ряда также вяжете
8 столбиков, как я вам показала в узоре. И по этому узору вы вяжете полностью перед и зад, полностью все в одном, до рукавов. Вяжем этим узором. Здесь вы сейчас видите схему узора, и мы начинаем вязать сам узор. Я набираю воздушные петли, захожу под нить, поднимаю крючком нить. Прокручиваю крючок, держу вот здесь внизу нить и вяжу первую воздушную петлю, и потом набираю воздушные петли для узора. Теперь мы вяжем сам узор. В 4-ю воздушную петлю я вяжу первый столбик с накидом. Завожу крючок. Таким образом провязываю первый столбик с накидом. И вяжу следующие 6 столбиков с накидом. В следующую воздушную петлю второй столбик с накидом, третий и так далее. То есть мы провязали 3 воздушные петли и 7 столбиков с накидом. Пять мы провязали, еще провязываю 2 столбика с накидом. Теперь вяжу 3 воздушные петли, пропускаю внизу одну петлю и в следующую петлю провязываю первый столбик с накидом. И теперь мы вяжем 16 столбиков, то есть в общем провязываем сейчас 17 столбиков с накидом. В каждую воздушную петлю вяжем по одному столбику с накидом. Вот я провязала 17 столбиков. Теперь вяжу 3 воздушные петли. И по рисунку опять вяжем 17 столбиков с накидом. Я уже практически в конце ряда. Я теперь вяжу в конце ряда 8 столбиков с накидом. Вы же повторяете раппорт узора, 3 воздушные петли, 17 столбиков и так далее. Повторяем так до конца ряда раппорт узора. И, как я уже сказала, в конце ряда провязали 3 воздушные петли. И теперь провязываем 8 столбиков с накидом до конца ряда. 1 столбик я провязала. И теперь провязываю еще 7 столбиков с накидом. Я провязала 8 столбиков. Теперь вяжу 3 воздушные петли, поворачиваю работу, вяжем второй ряд. Вяжу теперь столбики с накидом. В первый столбик 1 столбик с накидом. В следующий столбик с накидом. Итак, вяжем мы, в общем, сейчас я вам скажу, сколько столбиков. Мы не довязываем 2 столбика. То есть у нас вот здесь вот 2 столбика у нас остается. 5 столбиков мы провязали. Теперь провязываю 2 воздушные петли. И вот здесь вот эту арочку я вяжу столбик без накида. 2 воздушные петли. Теперь здесь опять я пропускаю
2 столбика, в третий столбик я провязываю первый столбик с накидом. И теперь вяжу столбики, пока вот у меня здесь 2 столбика не останутся. 2 столбика я не довязываю. То есть у нас было 17, 13 столбиков я теперь вяжу. В каждую петлю предыдущего ряда я вяжу по одному столбику с накидом. Так я провязала 13 столбиков. И теперь мы повторяем 2 воздушные петли. В арочку я вяжу столбик без накида, 2 воздушные петли. Пропускаю первые 2 столбика, в третий столбик вяжу первый столбик. Вы повторяете раппорт 13 столбиков, 2 воздушные, 1 столбик без накида, 2 воздушные. И так вяжете до конца ряда. И в конце ряда мы вяжем 6 столбиков, в общем, с накидом. Четвертый столбик, 5-й столбик. И 6-й столбик между вот этими 2 петлями. Я завожу крючок вот здесь и вяжу последний 6-й столбик с накидом. Следующий ряд 3 воздушные петли, поворачиваю вязание. Теперь я вяжу вот здесь в каждый столбик по одному столбику с накидом. То есть я провязываю сначала 5 столбиков с накидом. Три воздушные, 5 столбиков. И теперь мы вяжем в первую арочку 2 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик с накидом. Теперь в среднюю петлю, там где у нас столбик без накида, я вяжу также столбик с накидом. И во вторую арочку вяжу 2 столбика с накидом. Первый и второй столбик. И с этой стороны теперь я провязываю здесь 6 столбиков с накидом. В каждый столбик вяжу по одному столбику. Провязали 6 столбиков. Теперь провязываем 3 воздушные петли. Пропускаю внизу одну петлю и в следующий столбик провязываю 1 столбик с накидом. И теперь вяжу столбики с накидом в каждую петлю. Также у нас 6 столбиков. И теперь здесь я провязываю в первую арочку, провязываю 2 столбика. Посередине провязываю 1 столбик. И в следующую арочку провязываю также 2 столбика с накидом. И в конце ряда я провязываю полностью все столбики. То есть мы этот ряд повторили с первого ряда. Также у нас получается 17 столбиков, 3 воздушные петли. Этот раппорт мы повторяем.
Вот здесь вот еще последний столбик вот в эти между двумя петлями провязывая. Вот так вот выглядит ряд. То есть мы теперь сместили его. Получается 17 столбиков, 3 воздушные, 17 столбиков, 3 воздушные. И так вяжем дальше. И следующий ряд мы повторяем так же, как и второй ряд. Только смещаем все. И теперь я вяжу столбики. Вот здесь 2 столбика мы не довязываем. В каждый столбик вяжу по одному столбику с накидом. Так, в каждую петлю я вяжу по одному столбику с накидом. Вот я провязала столбики. Здесь 2 петли, 2 столбика я не довязала. А теперь вяжу 2 воздушные. Посередине в арочку я провязываю столбик без накида. 2 воздушные. Пропускаю 2 петли, 2 столбика, и в третий столбик вяжу первый столбик с накидом. И вяжу столбик до конца ряда. В каждый столбик вяжу по одному столбику с накидом. Таким образом мы повторяем все полностью с первого ряда. Вот таким образом выглядит узор. И мы еще раз повторим с первого ряда, то есть 3 воздушные петли. Поворачиваю вязание. Вяжу 7 столбиков с накидом. Семь столбиков мы провязали. Теперь вяжу 3 воздушные петли. Пропускаю внизу одну петлю. И во второй столбик вяжу первый столбик с накидом. И теперь вяжу в каждый столбик по одному столбику с накидом. 17 столбиков я связала, и теперь опять вяжу 3 воздушные петли, одну петлю пропускаю и вяжу до конца ряда столбики с накидом. В конце ряда у нас получается 18 столбиков. Вот таким образом выглядит узор. Продолжаем так вот вязать дальше. Вяжем до рукавов вот с таким узором. То есть вы вяжете перед и спинку полностью все одним полотном. И потом вот так вот можно согнуть, чтобы у нас не было швов по бокам. Вы сейчас видите схему для выреза впереди. И мы с вами начнем вывязывать перед, вырез и плечи. У меня на плечи я себе отделила 25 петель, а впереди 20 петель я убавлю на вырез. Вы делите все это на 3 части, на 2 планки и на спинку. Я убавляла петли таким образом, что 2 ряда я убавляла по 1 петли, и в одном ряду я убавляла по 2 петли. И так я чередовала 2 ряда по 1, в одном ряду убавляла 3 петли. И вот таким вот образом выглядит вырез. И потом мы с вами вяжем еще 4 ряда скос для плеч. С этой стороны у нас получается вырез для рукава. Здесь мы просто вяжем по прямой, то есть ничего не убавляем, ничего не делаем. Просто по прямой вяжем. Высота выреза у меня получилось 18 рядов. Для маленького размера, смотря какой у вас размер, можно, конечно же, связать и больше рядов.
Здесь вот после того, как я разделила, я провязала сначала 2 ряда без убавления. И с третьего ряда я начала вязать убавление уже впереди для выреза. Вот я впереди сейчас провязала 2 ряда без убавления, просто 2 ряда столбики без накидов, с накидами. И теперь мы с вами будем вязать убавление впереди для выреза. 3 воздушные петли, поворачиваю вязание. И теперь я убавляю в начале ряда. Перекрутилась, сейчас я поменяю. 1 столбик я убавляю. Делаю следующим образом. Накид, завожу крючок в первый столбик, протягиваю нить и первые 2 петли провязываю. Опять накид, во второй столбик завожу крючок, протягиваю нить, провязываю 2 петли. 3 петли на крючке, все 3 провязываю вместе. То есть я убавила сейчас 1 столбик с накидом. Теперь я вяжу до конца рядом полностью все столбики и потом возвращаюсь в обратную сторону до выреза. Вот я провязала 2 вот этих ряда. Теперь я опять со стороны выреза. И теперь я во втором ряду опять убавляю 1 столбик. У меня вот осталось здесь 2 петли. Столбик до, вот в этот столбик мы видим, вот здесь у нас убавление. И до этого столбика вот сюда я завожу крючок в первый столбик. И также провязываю первые 2 петли, накид, завожу там, где вот мы убавляли, протягиваю 2 нить и 3 петли провязываю вместе. Точно так же. И вот здесь еще провязываю последний столбик между последними 2 петельками. И вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. Поворачиваю работу. И в третьем ряду я теперь убавлю 2 столбика, то есть делаю 2 убавления. Точно так же. Вот здесь я завожу крючок, там, где мы делали убавление. В одну петлю, в следующую петлю также завожу крючок. И точно так же первое убавление провязала. И теперь провязываю второе убавление в следующую петлю. Первые 2 петли провязываю. Накид в следующую петлю. Первые 2 провязываю. 3 петли на крючке, все 3 провязываю вместе. Вот мы сделали 2 убавления. И теперь вяжу столбики до конца ряда. В каждый столбик по 1 столбику. И потом вяжу следующий ряд и возвращаюсь до этой стороны, где у нас вырез. Таким образом, я в каждые 2 ряда убавляю по 1 столбику, в третьем ряду я убавляю 2 столбика. Таким образом мы вяжем дальше до плечевого скоса. Можно повесить маркер, чтобы не перепутать, где мы убавляли 2 петли, чтобы было немножко попроще. То есть следующие 2 ряда я убавляю по 1 столбику. Вот таким образом выглядит вырез. С одной стороны я уже связала. И так вот убавляем петли и вяжем 14 рядов. И последние 4 ряда я буду вывязывать плечевой скос. То есть в общем у нас получится 18 рядов. И не забывайте со стороны выреза убавлять также дальше петли. Здесь вот вы видите схему для плечевого скоса.
Вот вырез я связала, вот так вот выглядит. И теперь мы будем вязать 4 последних ряда для плечевого скоса. И не забываем делать, продолжать убавление для выреза. Вот здесь от стороны, где у меня рукава, у меня получилось 16 рядов для рукавов. А теперь мы с вами вяжем последние 4 ряда. Убавление я вот здесь провязала до этого 2 ряда по одной петле. Теперь я убавлю в следующем ряду 2 петли. Так же, как мы и до этого, как я вам показывала, точно так же убавляем 2 столбика и вяжем ряд. Сначала сделаем убавление. Убавляем первый столбик, первое убавление и второе убавление. И теперь вяжу столбики с накидом. Вяжу до конца ряда столбики. У меня вот теперь осталось 5 петель. И теперь мы делаем следующим образом. Я вяжу один столбик, полустолбик, второй полустолбик, все 3 петли провязываю вместе с накидом. Это получается полустолбик. Теперь вяжу 2 столбика без накида. Еще одну соединительную петлю я провязываю. Вытянула петлю и протягиваю ее левую через правую. Вот таким образом. То есть я связала 2 полустолбика в конце и 2 столбика без накида. И теперь мы вяжем обратно. Я соединительной петлей здесь вот сзади захожу, завожу крючок, протягиваю нить. И вот такие соединительные петли я провязываю и передвигаюсь справа налево, пока мы не дойдем до первого столбика с накидом. Вот 4 петли соединительные связала. Вот здесь у нас первый столбик с накидом. И теперь я в первый столбик провяжу еще одну соединительную. Теперь провязываю 2 столбика без накида, 2 полустолбика. И теперь провязываю полностью все столбики с накидом до конца ряда. И в конце ряда опять делаю убавление для выреза. Ну так вот выглядит. То есть примерно 10 петель мы убавили. И теперь вот с этой стороны, где у нас вырез, я также убавляю 1 столбик. Связала убавление, еще одну петлю последнюю вот здесь. 1 столбик провязываю. Поворачиваю вязание. 3 воздушные петли. Повернула я вязание. Опять делаю убавление. 1 столбик убавляю. И теперь вяжу столбики с накидом. И теперь в конце ряда, вот 10 петель мы или ищем тот столбик, последний столбик, и 5 петель мы опять провязываем по косой. То есть провязываю 2 полустолбика, 2 столбика без накида.
и одну петлю соединительную провязываю. Вот таким образом поворачиваю вязание. И теперь соединительной петлей я поднимаюсь опять слева направо. Вот заводим где-нибудь крючок, вот можно за заднюю перемычку заводить крючок. И таким вот образом соединительной петлей я поднимаюсь опять наверх. Здесь у меня первый столбик, сюда я вяжу. То есть мы 3 ряда вот здесь уже провязали. И теперь мы вяжем последний ряд. С этой стороны нам нужно будет еще опять же убавить петлю. Если здесь остается меньше или больше петель, ничего страшного. То есть мы вяжем последнюю вот скос. Провязываю 2 столбика без накида, 2 полустолбика. Вот здесь у меня 2 петли остается, я провязываю, то есть убавляю 1 петлю. И последнюю петлю еще я провязываю вот здесь, последний столбик. Ну, получился у нас вот такое плечо, то есть мы связали скос. Мы вяжем плечи, все плечи вывязываем одинаково, по такому же принципу. И сзади на спинке мы для выреза оставляем примерно 2-3 ряда. Для маленького размера достаточно 2 рядов, для больших размеров можно связать 3-4 глубиной. Но я думаю, что 3 ряда будет достаточно. И мы делаем следующим образом. То есть мы вот здесь по прямой. Сейчас я вам покажу. Вот это вот у нас вырез. Вот здесь вот плечевой скос. То есть у нас вот здесь получается мы оставляем примерно по прямой 2 ряда. То есть мы вяжем отсюда вот до этой точки. Вяжем 1 ряд, разворачиваемся, вяжем обратно, разворачиваемся и по прямой вот оставляем вот здесь вырез. То же самое делаем с другой стороны. Тоже 2 ряда провязываем. Вот посередине оставляем вот эту глубину. Нить вам придется с одной стороны убрать и потом с другой стороны довязать плечо. И теперь мы с вами сошьем плечевые швы. Можно их зашить иглой, можно также соединительными петлями их соединить, так как вам удобней. Я, например, всегда делаю это крючком. Так я протягиваю сначала петлю через вторую сторону. И теперь мы вот по 2 вот таким образом соединяем обе детали. Здесь у нас 2 перемычки с одной стороны, 2 перемычки с другой стороны. Вот так я завожу крючок, вытягиваю нить и вот такую соединительную петлю я провязываю. И таким образом я соединяю обе детали. Слишком сильно не стягивайте, чтобы оно не стянулось. И так прошиваем до конца ряда. Вот такими соединительными петлями. Вот так вот выглядит.
Вот я полностью прошила. Вот так вот выглядит лицевая сторона. Потом, конечно же, все еще это разгладится, все это уляжется. И теперь мы с вами приступим к рукавам. Рукава я вязала в круговую, убавляла петли. Рукава у меня не прямые, а немножко тоже суженные. Можно, конечно, связать и прямыми, но я делаю с убавлением петель. Вот. Мы вот сразу вот здесь сверху набираем петли, то есть я их отдельно не вяжу. У меня ширина проймы получается примерно 22 сантиметра. И теперь мы приступим к вывязыванию рукава. Здесь у нас вот эти вот ряды. Вот сюда я завожу крючок, вот в эти вот столбики, которые у нас лежат. Завожу нити, провязываю первые 3 воздушные петли. И теперь я делаю следующим образом. У нас вот здесь по 2 ряда. Я вяжу поочередно 3 петли на 2 ряда, 4 петли на 2 ряда, 3 петли на 2 ряда, 4 петли. Мне столько количества такой петель достаточно было. Если вам не хватает, можно больше петель набрать. Вот я одну петлю провязала, теперь вяжу вот здесь посередине 1 столбик с накидом. И в следующий ряд вяжу еще 1 столбик с накидом. Вот 3 петли я на 2 ряда я провязала. Теперь я вяжу вот здесь 4 петли. Вот где первый ряд, 2 столбика. И захожу вот здесь посередине, вяжу 1 столбик. И в следующий ряд тоже 1 столбик. 4 петли я провязала вот здесь на 2 ряда. И теперь повторяю. Теперь я вяжу 3 петли на 2 ряда в 1 ряд, 1 столбик. Посередине провяжу 1 столбик. И в следующий ряд тоже провязываю 1 столбик. И теперь 4 столбика вот в эти 2 ряда. Ну, так вот выглядит. Таким образом провязываем полностью весь ряд. И в конце ряда я соединяю ряд в 3-ю воздушную петлю. Вот здесь завожу крючок, протягиваю нить и делаю соединительную петлю. Вот таким вот образом у меня выглядит. Я же говорю, вот у меня, например, мне достаточно петель. Оно не стягивается и в то же время не слишком много петель. И теперь мы с вами будем вязать убавление. Убавление я вязала всегда в начале ряда, в каждом 3-м ряду. Вот здесь убавление у меня. 2 ряда без убавления и потом 1 ряд опять с убавлением. В каждом 3-м ряду мы убавляем 1 столбик. Я сейчас вам покажу, чтобы у нас середина получилась прямая. Нужно убавление всегда вязать в начале ряда. Вот 3 воздушные петли. Теперь я убавлю 1 столбик, так же как мы уже делали. Как для столбика, накид, петля, первые 2 провязываю, накид, петля, первые 2 провязываю, 3 петли
на крючке все 3 полностью провязываем. И теперь вяжем в круговую полностью все столбики. И в конце ряда соединяем в 3-ю воздушную петлю. И так вяжем дальше. Следующие 2 ряда вяжем без убавления. И 3-й ряд один столбик убавляем. Так выглядит рукав. В конце, внизу рукава, я, например, убавила еще побольше петель, потому что у меня рукав не очень длинный. Если он получается широковатый, можно здесь побольше, в последних 2 рядах я побольше убавила петель. Вот у меня здесь одно убавление, между убавлениями у меня 4 петли. Потом опять убавление, 4 петли, 4 столбика и так далее. И последний ряд у меня между убавлениями 3 столбика. То есть можно убавлять, можно не убавлять, смотря какая у вас ширина получилась. Я, например, еще немножко убавила и сузила рукав. Вот таким вот образом выглядит. И теперь нам еще осталось полностью все обвязать. Впереди вырез, впереди, сзади полностью вот так все мы с вами еще обвяжем. Вот сейчас я вам покажу. Вот таким образом выглядит. Вот так я обвязала. То есть у нас вот здесь опять вот эти вот ряды получается, где мы будем набирать петли. Можно обвязать где-то 5-6 рядов. Я вам покажу на маленьком кусочке. Вот у нас также вот эти вот ряды получается. Воздушная петля. В первый ряд я завожу крючок и провязываю столбик без накида. Одна воздушная петля. В следующий ряд я завожу крючок, столбик без накида, воздушная петля. Теперь вот здесь между завожу крючок, столбик без накида, воздушная петля. В следующий ряд завожу крючок, столбик без накида, воздушная петля. Здесь я всегда примерно смотрю, где нужно провязывать столбик без накида. Вот можно вот так вот положить примерно воздушная петля, где она заканчивается, провязываем столбик без накида. Здесь тоже нужно, конечно, смотреть, чтобы не было слишком много столбиков без накида или слишком мало, чтобы не стянулось, или наоборот, чтобы слишком много не было петель. Вот так прикладываем, примерно смотрим, где можно провязать столбик без накида. Вот таким вот образом мы провязываем. Вот так вот выглядит. Здесь даже, наверное, могу немножко подальше провязать. Так вяжем полностью весь ряд. В конце ряда также провязываю столбик без накида. Вот у меня получилось на каждые 2 ряда примерно по 3 столбика без накида. Вот здесь у меня 3 столбика. Получается примерно 2-3 столбика без накида. И теперь мы вяжем второй ряд, воздушная петля, поворачиваем работу. И теперь я вяжу в каждый столбик без накида также 1 столбик без накида, 1 воздушная петля. Воздушную петлю я пропускаю, и столбик без накида я провязываю столбик без накида. Воздушная петля, 1 петлю пропускаю и провязываю столбик без накида. 1 воздушная петля и так далее.
И так вяжем таким образом до конца ряда. И таким образом провязываем 5-6 рядов. Можете провязать сколько считаете нужным. Например, вот здесь сзади, где у нас вырез, если вы хотите, чтобы вырез немножко больше округлился, можно, например, в некоторых местах воздушную петлю не провязывать. Это вы можете сделать в 5-6 ряду, то есть последний, предпоследний ряд. То есть воздушную петлю убираете, не провязываете и провязываете столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Вот, допустим, одну провязали. Теперь опять не провязываем и вяжем за место. Просто пропускаем воздушную петлю. И таким образом можно немножко убавить петель, и сзади вырез больше округлится. Можно делать, можно не делать. Еще раз покажу вам, как выглядит край. То есть вот так вот я обвязала. У меня примерно здесь вот получилось 5-6 рядов обвязки. Вот так вот выглядит. Ну вот, в общем-то, и все. Мы с вами связали кофту. Я надеюсь, что ни о чем не забыла, все показала. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И до следующей встречи.